Здравствуйте, мои хорошие! Снова рада приветствовать вас на моем канале. И в этом видео я вам расскажу, как правильно выбрать подходящий размер инструмента для вас. Конечно, самый лучший способ – это прийти и посоветоваться с вашим педагогом и, возможно, по возможности привести вашего педагога в музыкальный магазин, чтобы он помог выбрать необходимый размер инструмента и марку производителя. Но кто-то обучается онлайн, кто-то обучается самостоятельно, и поэтому специально для них это видео я записала. На экране вы видите все размеры скрипочек, а также длина рук указана для каждого размера. Но не советую придерживаться именно этим замером. Я вам расскажу о самых простых методах, которыми можно воспользоваться и выбрать необходимый для вас инструмент. Скрипочку, которую вы выбираете, положите, пожалуйста, на плечо и обхватите голову левой рукой. Как вы видите, мой локоть немножко прогибается. Ваш локоть не должен быть прямым, и вы спокойно должны обхватить головку инструмента. Висячее положение локтя. Это первое. Также проверьте, пожалуйста, чтобы в вашей руке была удобная мензура, чтобы вашим пальчикам было удобно становиться, чтобы она была не широкая, не толстая, чтобы вам было удобно играть и передвигаться на инструменте. Далее, размер смычка. Вы должны поставить смычок около самого конца, и ваша рука должна находиться в прямом положении. Она не должна вот так вот в другую сторону выгибаться или наоборот быть согнута. Это значит, не подходит вам размер смычка. Но обычно в комплектах, если вы покупаете комплектом инструмент, то там подходящий размер под эту скрипочку. Смычок будет именно подходящего размера под эту скрипочку. Но если вы покупаете по отдельности, проверьте, пожалуйста, этот момент. Ставим у конца смычок, и наша правая рука должна быть выпрямлена целиком. Не должно быть согнутой руки, либо наоборот, чтобы рука наша дотягивалась до самого конца. Это будет неправильно. Обращаю ваше внимание, что в комплекте с музыкальным инструментом должна идти, в принципе, канифоль. Если вы хотите купить хорошую канифоль, добавьте немножко денежек и купите ее отдельно. Но вот что касается мостика, то мостик вам придется приобрести отдельно. В комплект он не входит. И мостик также рассчитан на размер вашего инструмента. Обычно он идет на 2 размера. Либо четвертушка и половинка, либо 3/4 и 4/4. Также при выборе смычка я вам советую обратить внимание на трость. Как мы это делаем? Мы опускаем трость вниз, вот таким вот образом, чтобы волос смотрел вниз, а трость была наверху. Соединяем точечку нашу, которая находится, первая точечка, это винтик и конец смычка. И смотрим, чтобы наша трость была максимально ровная, чтобы она совпадала с волосом смычка. Тогда у вас будет, по крайней мере, первое время меньше проблем. И не забываем спускать смычок, чтобы ваша трость не выгнулась очень быстро. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями и задавайте ваши вопросы в Телеграме, либо пишите мне на почту.